Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. По вашей просьбе мы сегодня делаем специальное видео, что мы можем посадить после того, когда убираем уже лук. Вот он у нас и дождик прошел, очень хороший лук. И что можно здесь еще посадить? Конечно же, надо посадить. Вы знаете, у нас в нашем регионе на юге очень популярна посадка после лука, после картофеля сейчас убирают. И очень популярна посадка двух культур. Это сладкий перец, а также это капуста. Причем капусты вот таких среднего срока созревания. Убирается лук и убирается картофель и высаживается рассада. Рассада сладкого перца. Знают наши хорошо овощеводы, что нужно брать перец как раз ранних сортов и успевают к холодам получить вот этот результат, вот эту еще одну культуру и севооборот в то же время, и естественно еще и это ускоренный севооборот в течение сезона и получить урожай. Ну что мы делаем? Мы собрали лук, у нас тут дорожка между рядами, по два рядочка было, вот смотрите, здесь и здесь. Вот. И частично, так как мы очень любим дыни, арбузы, ну, бахчевые культуры, у нас это уже давно дружат вот эти растения между собой, мы высаживаем еще рассаду дынь. Здесь у нас небольшой участочек, перевалку дважды делала дыням, потому что была холодная почва. Можно было раньше, в прошлые годы, это уже лет 5 назад, мы сразу же высаживали еще зеленый лук и высаживали арбузы и дыни, и очень хорошо получалось. Но сейчас было холодно, и вот это недавно я только посадила рассаду. Вот эта часть будет занята вот именно бахчевой культурой. Но это, если вы знаете, заранее на следующий год можете себе такое подготовить. И особенно за границей, у меня сообщения из Южной Европы, из стран Южной Европы, просят вот что подсказать. Так вот, вы можете еще спокойно бахчевые культуры, только ранние, там вот есть до 80 дней созревания арбузы, если раньше 60-80 ранние сорта, можете и дыни, они еще раньше созревают, тоже 60 дней, это можно спокойно получить вот эти культуры. Что еще можно? Еще один вариант на будущее, но и сейчас можно. У вас, если есть возможность, вот сахарная кукуруза. И есть очень ранние сорта. Срок созревания тоже 2 месяца идет с момента всходов. Тоже можно получить и оставить по одному початку. И очень хороший у меня тоже получается результат. Просто заморозить и тоже иметь такой запас сахарной кукурузы. Именно сахарная. Очень вкусная. Тоже изучайте снова же сроки созревания. Вегетация, все это у меня часть вот рассады. А часть вот сейчас можно будет вот влажная земля. Вот здесь, смотрите, я могу спокойненько. Тут чеснок рядом. Вот здесь у нас дыня. Ну и, естественно, можно бросить несколько. Кстати, это может быть и сидират. Но если вы будете сеять сидират, тогда нужно будет почаще, гуще садить ее. Допустим, вот вспушили землю и густо бросили. И потом мы уже пробовали так. Где-то до полметра вырастает кукуруза. Собираем, сушим. И затем можно вносить в ту же теплицу. Или же можно сразу же запахать, измельчить, запахать. Это тоже очень хороший сидират. В кукурузе очень много полезных веществ. Вы сразу же решаете вопрос севооборота в первую очередь. Ускоренный севооборот и освобождение земли от утомляемости. Она тоже устает. И вот этот момент помогает убрать усталость земли. Ну вот, теперь пришло время вам рассказать о том новом сидирате, так называемом. Я сейчас расскажу, почему. Это очень интересный вариант. Мы сейчас пойдем, увидим, где у нас растет рассада этого сидирата. И придем сюда и покажу вам, что мы будем делать дальше. Ну а вот тот необычный сидират, о котором я вам говорила, когда мы копали лук и находились на луке. Это у нас хризантема. И причем это у нас хризантема мультифлора и корейка. Вот она здесь, кореечка есть немножечко, среднерослая.
Почему я решила вот так сделать? Я посмотрела, что очень хорошо. Во-первых, нам нужен севооборот, так? Ускоренный севооборот. Но после лука, если вот такая рассада будет посажена, то это будет замечательно. Сейчас я уже начну ее доставать аккуратненько. Я просто высадила, у меня была рассада, и я высадила сюда в рядочек, и очень легко ее, смотрите, корневая система замечательная. И я теперь беру эти растения и несу туда, на тот участочек. Очень хорошо. Видите, какая мощная все-таки корневая система. Это очень хорошо. И будет очень быстро приниматься. Не надо никаких проблем, ничего делать, не обрывать, не подрезать. И буду высаживать там. Что получается? Давайте мы пойдем, я покажу, как я дальше буду высаживать. И я вам расскажу эту историю про вот этот необычный сидерат. Видите, какая красота. Давайте вспомним. Уже скоро будет осень. И вот эта красота будет в нашем везде у дорожек, в нашем саду, на нашем огороде, везде и всюду. Я настолько люблю хризантемы, что еще подкупила к 40 сортам еще 11. У меня уже 51 сорт хризантем. Я их продолжаю размножать, и мне очень нравится этот цветок не только тем, что он очень красивый. Хризантема очень полезна для земли. У нее есть какие-то особые вещества, которые помогают растениям против различных заболеваний. Вот мы ее используем. Смотрите, какая особенность хризантемы. Красиво, цветок. Далее, после того, когда отцветает, мы срезаем вот эту верхнюю часть и вот эту верхнюю часть измельчаем и складываем в мешки. А затем весной мы укладываем на дно вот этих лунок, где высаживаем картофель. И картофель получает вот эту защиту, и получается такая вот хорошая подстилочка для картофеля. Не сбивается земля у нас с углинки, и вот эта органика, и именно органика из хризантемы показала очень хороший результат. Соломы у нас сейчас нету, то была засуха, то сейчас еще проблемы, и купить практически ее невозможно. Поэтому мы вот используем то, что мы можем в огороде. В данном случае вот хризантема. Я вот думала, как же мне много ее посадить. Получалось, раньше я использовала бархатцы, но сейчас как-то с бархатцами сложнее стало. Почему-то они в этом году плохо взошли. Получалось, что было холодно, влажная земля, они взошли, потом вот эти дожди, и они погибли. Очень много рассады, естественно, и погибло. Поэтому есть возможность у меня как раз была расчеренковать. Я сделала несколько черенкований и размножила вот эту хризантему. В основном у меня мультифлора и часть корейской. Это дорогостоящие очень цветы, но они очень красивые и стоят того. И сейчас уже там, где собран лук, мы высаживаем вот эти саженцы. Они прекрасно, видите, наросли себе, и часть там останется, будет для красоты. И снова же для того, чтобы мы ее использовали как мульчу, как подстилку, как такой матрасик для посадки картофеля. И, кстати, мульча тоже хорошо подходит, но нам все-таки уходит все на посадку картофеля. Мы ищем, где бы, чтобы взять, для того, чтобы обязательно под посадку картофеля использовать вот такую подстилочку хорошую. Это здоровые растения, органические, хорошие растения и, естественно, красиво. И вот я вам объяснила и показала вот эту красоту, но давайте вернемся к нашей грядке с луком. Ну вот, лук мы собрали, и на расстоянии где-то 40 сантиметров друг от дружки я беру, высаживаю. Надо, чтобы пушистенькая земля. Видите, дождик был очень хорошо. Мне нравится, что дождь пошел. И это мы будем делать все уже в тельце. Я просто снимаю заранее в овне. Кстати, посмотрим, как это растение в овне посаженное, как оно будет себя вести. Новый эксперимент. Я постоянно делаю эксперименты и наблюдаю за растениями. И мы это все увидим. Вот, там влажная земля, здесь влажная земля, поэтому не поливаю. Вот таким образом. Вот я его посадила. И смотрите, у меня уже раньше высажены были вот эти растения. Вот они здесь уже находятся. Лук собран практически. И вот. Ну, надо сорняки, конечно, убрать. Вот таким образом. Здесь можно еще... Кстати, тут между рядами тоже у нас
дыни посажены. И между рядами еще можно посадить сахарную кукурузу. А есть еще один вариант. А этот вариант, это у нас укроп. Вот кто-то спрашивал, можно ли сеять. Да, сейте укроп, но это не в тельце, а это уже будет на растущей луне. Смотрите наш посевной календарь. У нас есть такой календарь. Называется в плейлисте лунный календарь на июль месяц. Называется это видео посевной календарь на июль месяц. Ну вот у нас тут еще лук есть, хотя можно его уже и вытянуть. Вот, хватит ему, он уже дойдет. Просто уже, чтобы здесь у нас было все хорошо. Что нужно для ухода? Мне нравится, знаете, чем вот эта хризантема. Особого ничего не надо. Я там пару раз ее опрыскивать буду этими удобрениями, микроминералисами, и все. Особых удобрений не надо. Земля здоровая, они оздоравливают землю. Частично уходят вредители. И вот так хорошо все получается. Смотрите тоже. Я просто чуть-чуть была возможность раньше посадить. Я между рядами, видите, были 2 ряда. И места много, 30-35 сантиметров. Естественно, я смогла посадить. Вот еще лук упустила. Вот. И посадила здесь хризантему. Ай! О, упустила. Да, уже засыхают луковицы, поэтому надо убирать, не задерживать. Вот получается, смотрите, лук мы собираем. Лук, свое поле было. Теперь у нас другое поле, хризантема, цветок, красота и оздоровление земли. Вот происходит такой быстрый севооборот. Поэтому каждый в отдельности может себе что-то придумать. Но вот если у вас тепло, долгий период, то можно капусту еще, но рассадой посадить. Можно сладкий перец еще посадить. Это для того, чтобы ускорить севооборот. Вот можно еще, смотрите, я высадила уже поздняя у меня рассада. Вот здесь еще и будут. Вот видите, это маленькая рассада была, и я ее посадила. Арбузы это ранний, тоже арбуз. И тоже будет, я думаю, что мы успеем получить урожай. То же самое. Арбузы, дыни, это себе на будущее планируйте. Многие только начинают сейчас работу с землей. Себе вот планируйте, что вы, зачем можете садить, и для того, чтобы получить урожай. И сразу же оздоровить землю, ускорить севооборот. Ну и затем уже можно еще и сидират такой вот там горчицу посеять, уже короткий период она созревает очень быстро. Поэтому вот эти варианты себе заранее пишите, планы. Помните, что у нас будут короткие летние периоды, вот, и долгие, длинные, холодные. И вот всегда рассаду придется нам делать перевалку. Если мощная корневая система, как у хризантемы, она быстро пойдет в рост. Вот здесь у нас тоже была мощная корневая система. Кстати, можно ее вот так. Сейчас я чуть-чуть вот уберу, потому что это тоже мультифлора, но получается, что она вытянулась, там было много посажено растений рядышком. Вот. И она вот мощная корневая система, и быстро все у нас получится, быстро будет расти, быстро примется. Вот, пожалуйста, еще лук. Вот. И это будет, кстати, и после чеснока. Вот. И после чеснока, чеснок уже через недели-две мы тоже уже будем убирать. И между чесноком сейчас тоже буду высаживать мультифлору, хризантему мультифлору. Ну, может, там где-то и корейская получится. Вот это варианты, когда мы можем посадить еще что-то, посеять. Посеять можно сахарную кукурузу или просто кормовую кукурузу для того, чтобы получить сидират. Для того, чтобы получить для теплицы, допустим, вырастить или тут же в землю закопать. Кукуруза очень хорошая, но не более 50 сантиметров. Дать ей вырасти и потом это перемолотить и запахать в землю. Ну и, естественно, деструктор целлюлозы нужно обязательно использовать. Ну что ж, мы обещали, что расскажем о необычном сидирате. Необычный для нас это хризантема. Это первый такой опыт. Мне понравилось, как после хризантемы в некоторых участках нашего цветника растут другие растения. Но и есть возможность сейчас сделать вот это огород красивым.
ускорить севооборот и, естественно, подготовиться к следующему сезону для картофеля, для посадки картофеля. Раиса Горяченко, Александр Воля поделились своим опытом выращивания различных сидератов, а также ускорение севооборота в течение одного сезона и получение 2 урожаев на одной грядке. Прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео.